Attention, important information for our English-speaking viewers. We are progressive guys in trend and you hear my voice cloned and translated into English by a neural network. If you want to watch the entire video with this voiceover, the audio track is available at the link in the description. Download it, mute the YouTube and turn it on. And here is a signal for synchronization. Beep. Сегодня займемся тем, что вы не часто встретите на модельном YouTube. А ведь аэродромная тематика – это тема интересная и обширная. А некоторые дополнения вообще можно отдельно на полку ставить. Раскроем ее в нашем любимом стиле, с доработками, улучшениями, вниманием к деталям и интересной покраской. Ну, хронометраж так-то намекает. А зрелищным результатом докажем, что прокачка диорамы – это круто. Короче, тащите свои вкусняхи, ведь темп модус в эфире. Поехали! Левую, двухминутную коробочку с рабочей 90, 270. Ленточка для пересеков. А если вы тут впервые или еще сомневаетесь, что вы на канале психов, повернутых на отечественной боевой реактивной авиации, то вот вам весомый аргумент. Наша горячая новинка, только что поступившая в продажу. Такой детализации и проработки нет ни у кого на рынке. Да, это ультимативная точность. Год работы и бессонных ночей. Дергающийся глаз нашего 3D-моделера, обрабатывающего 3D-сканы. Сотни тестов и правок, гигабайты фотографий референсов. Реактивный двигатель истребителя – это сложнейшее инженерное произведение искусства. И теперь вы можете поставить себе на полку или в диораму лучшую из когда-либо созданных его копий. Как в 3 популярных масштабах, так и в крупных и нестандартных, которые изготовим в индивидуальном порядке. А заказать нашу гордость вы можете по ссылке в описании, либо посетив сайт нашего магазина, как и все дополнения из этого ролика. Там такого крутого просто сотни и сотни наименований. Оплата PayPal, Visa, MasterCard, доставка по всему миру. А еще у нас есть аккаунт на eBay, если вам вдруг удобнее заказывать через эту площадку. Вот такие вот санкции. Ссылка тоже в описании. Те, кто подписан на наш Telegram, уже давно знали, что мы готовим выпуск этого шикарного движка. И фотки готовых дополнений из этого ролика там уже давно появились, так что советуем подписаться. А ссылка в описании. И переходим наконец к нашей диораме. Если ваш сюжет — это истребитель, стоящий на боевом дежурстве на аэродроме, то вы, начав копать фотореференсы, обнаружите, что вам нужно 2 минимально необходимых дополнения. Это водила и стремянка. Так что первым делом я беру наше смоляное водило. Оно несложное в сборке, всего 22 детали. При этом вся детализация четкая, красивая и следов литья совсем немного, мембранки счищаются элементарно. При сборке рамы с колесами нужно держать в голове, что ее высоту нужно подогнать под конкретную модель и стойку. Ну а можно вообще собрать водило, лежащее на бетоне. В остальном из сложности сборки это только зашпатлевать основные стыки. Далее, если делать водилу тросы, а это как раз мой случай, потребуются зацепы на основные стойки. Я вышел на новый уровень и скретч-билдингом заниматься не стал, а просто скидал версию в CAD-программе минут за 5, а потом распечатал. Да здравствуют современные технологии. Ребята на это посмотрели и решили включить эти зацепы в набор. Я же, используя сверло примерно того же диаметра, что и зацепы, из кусков фототравления делаю им крепление. А сами тросы имитирую ниточкой для бисероплетения. Трос, чтобы меньше висел и мешался, вклеиваю в крепление для него на водиле. Еще добавлю кольца на крепление. И ремешки, которые не дают им потеряться, сделаю из полосок скотча. По доработкам водила на этом все. Движемся дальше. Блин, эта тележка недооценена у моделистов. Она очень часто светится на различных кадрах аэродромов. И что только на ней не таскают. Чаще всего попадаются фотографии чугуна различных калибров. Так что мы решили добавить для него различных креплений и ложементов при обновлении телеги. Ну а у меня истребитель, так что на ней будет лежать Р-27. Прикол этой телеги в том, что выглядит она гораздо сложнее, чем собирается, так-то у нее всего на 2 детали больше, чем у водила. Было у старой версии.
А было, потому что при подготовке ролика мы нашли более детальные и выгодные ракурсы, которые позволили добавить поршень и доработать сам механизм подъема. Впрочем, суммарно она не усложнилась, добавилось плюс 2 детали. Но при этом она стала настолько точной и копийной, насколько вообще позволяет литье. Единственное, что вас здесь заставит немножко попотеть, это сборка подъемного механизма. Но если начать сборку с первого яруса снизу от рамы, сохраняя подвижность узлов в креплениях, проволочкой или чем-то подходящего диаметра, а монтаж второго яруса начать постепенно, положив телегу на бок. Именно что на бок, не ставить ее на раму. Этой деталькой задав нужный угол. Вы внезапно обнаружите, что самое сложное позади, осталось только зафиксировать все суперклеем. Ну и живости механизму придадут вот такие вот магистрали. А, этот упор ручки утоплен в мембранах, его проще срезать и сделать по новой. Следующий частый гость на кадрах аэродромов – универсальная транспортная телега. Мой вариант – это транспортировка Р-73. У меня, конечно, не такая двухэтажная батарея будет, но 2 свободных ракеты есть, я специально их не навешивал. А этот кадр мне прям понравился. Беру нашу коробочку. Ложементы на Р-70. Самый сложный вариант набора – это ложементы для Р-27. А к ним еще пара балдежных крепежных цепочек, которые тонкие и масштабные настолько, насколько это вообще возможно. Мне показалось, что они тоньше фототравла. А вот и мой вариант для Р-73. У моего варианта самое кропотливое – это фиксаторы ложементов. Кстати, ручка подвижная, мне для техников это пригодится. Серый кардинал диорам. Нет-нет, а в кадре светится. Да и куда без него? Безопасность. У нас есть таких. Я когда снимал ролик такой, скажу типа, зачем вам тут вообще инструкция, 10 деталей, и все же интуитивно. Самое кропотливое тут это отпилить и зачистить раму. Но если аккуратно и без спешки острым инструментом, то все будет в порядке. Из доработок тут это с помощью припоя присоединить шланги к трубам баллонов. А вот почему в инструкцию даже тут все же стоит пару раз заглянуть. Ну и ничего страшного, я исправил. И последний, но чуть ли не главный по важности доп это стремянка. Без нее эта диорама смотреться не будет. Я слегка прифигел от толщин. Она выглядит мега масштабно и аккуратно. Я даже пожалел, что у меня нет какой-нибудь пластиковой скоробочной, чтобы вообще отвал головы случился при сравнении. Если вы смотрели серию про стойки, вот тут та же самая картина с откусыванием поддержек. Острым инструментом, без спешки, сверху вниз иду и никаких сложностей не встречаю. Остатки от поддержек легко зачищаются мелкозернистым абразивом. И стремянка готова к покраске. Я низ специально не откусывал, так удобнее держать будет. Детализация для этого масштаба – мое почтение. Зацените головки болтов крепления ступенек. А еще эта лесенка очень часто светится на фотографиях, и мы ее как раз готовим к выпуску. Перед покраской все задую серым грунтом. Красить начнем с водила. И вот мой референс на цвет. Если меня не глючит, то я вижу, что корпус водила чуть более светлый и менее красный, чем все остальное. Они, кстати, и желтые бывают, и к этому водилу мы еще вернемся. И ручка у него тут другого цвета, что хорошая идея, как сделать покраску интереснее. Я же беру эту тройку красок, растворитель от 128 и базу мешаю на глаз. Потом вместо желтого беру оранжевый, мешаю чуть более светлый оттенок и высветляю им корпус. Слушайте, как по мне, попал очень близко. А вы пишите в комментариях, что думаете. Я пока задую все в глянец. Потом смываю кольца и крепления всякого к корпусу, визуально разделяя монолитные детали. Забыл высверлить отверстие в блоке ролики.
Ничего страшного, сейчас маслами докрасим. Теперь самое интересное. ЛКП водила на моем референсе в хорошем состоянии, просто грязноватое. Мне это скучно, тем более, что они и такие бывают. Но это совсем прям край. И зацените, ручка опять другого цвета. Есть средний вариант. Ну как средний? Она тоже повидала службы, была выкрашена в желтый и ободралась по новой. Вот с него-то я весь везеринг и упру, только перекрас имитировать не буду. Для этого беру мои любимые брашеры ракеты и тюбик аптейлунга. Этой тройкой сделаю не успевшие проржаветь сколы. А остальные оттенки для успевших. Неудачные сколы буду стирать white спиритом. Ржавчиной чиппингом маскирую высверленное. Почему делаю чиппинг именно маслами? Ну, для акрила нужен ретардер, чтобы акрил не сох на кончике максимально тонкой кисточки нулевки. А масло не сохнет. Прикольный момент. Пара колец в центре ободрана и бликует как сталь, а пара рядом как алюминий. Минус масла опять же в том, что оно сохнет дольше акрила, и если задеть накрашенное на глянце пальцем, то можно стереть. Нужно быть внимательным. А почему решил делать чиппинг на слое глянцевого лака? Ну это чтобы было максимально легко и быстро стереть без следа неудавшиеся моменты. Отверстие на корпусе прям черным маслом и покрасил. Зацепы крашу в цвет стали, но тут пофиг, на самом деле любая серая краска подойдет. Как масло чуть подсохло, защищаю слоем лака, чтобы можно было пальцами хвататься и было чуть попроще. А далее обширным сколом добавляю ноток ярко-оранжевой ржавчины. А корпус водила, судя по всему, алюминиевый, поправьте, если не так, и ободран больше всего в центре, куда зацепы кидают или крепят. А еще верхние опоры колес тоже ярко бликуют, а основные, которые потолще, походу стальные. Очень, конечно, по времени емкий процесс, так что нужно затерпеть. По всей остальной площади корпуса сколов не так много, как в центре. В основном я заметил, они сконцентрированы у концов. Масляными точками цвета черной сажи я добавил немножко грязьки. Мне захотелось больше металлического блеска на сколах и гранях. Карандашик с этим отлично справляется. Зацепы, считай, графитом и покрасил в итоге. А крепление к стойке попробовал заметалить сталью и сухой кистью. И тоже прикольно вышло. Зацепы покрыл матовым лаком и добавил ноток яркой ржавчины. Как по мне, вышло очень даже метально. А пока вы пишете свое мнение в комментариях, я покрашу тросы в нейтрально-серый цвет. Вот на тросе сухая кисть и сталь сработали не очень. Стальной блеск круче вышел карандашиком. И в последнюю очередь, в самом финале, я крашу концы зацепов серебром, чтобы сохранить ему блеск. А финалом стало добавление водилу на кожах компрессора, ну или насоса, что там, пишите в комментариях. Вот такой вот таблички. И готово. Стоило, конечно, запотеть. В будущем, крася водила для современки, буду немного скучать по этому опыту, но это не точно.
Думаю, стоит напоминать масштаб и размеры, как считаете. Теперь покрасим телегу-кран. У меня есть два основных референса. Цвет и состояние возьму с правой фотографии и кое-что по деталям утяну с левой. Соответственно, база будет более оранжевая, чем водила. И добавлю выгорание краски на корпус. Черной смывкой сделаю разметку для ложементов на раме крепления. Выпуклые части сделаю сухой кистью. Механизм регулировки высоты рамы, ну или просвета, крашу в оттенке стали, обычный и вороненый. А потом досмываю технические отверстия и грязь от смазки и соединений всяких узлов. Основным оттенком для чиппинга возьму старую ржавчину. А степень износа мне задаст этот референс. И вот этот. Готовый чиппинг закрепляю матовым лаком. Черной с сажей имитирую потеки смазки на подвижных сочленениях механизма. Обдираю другие оттенки металла и крашу всякую мелочевку. Накладки эти вырезал из мелкозернистой шлифовальной бумаги и приклеиваю на суперклей. Шток поршня покрываю суперхромом мотока. Ложементы оставляю как новенькие, потому что все, что ставят на раму, судя по фотографиям, в таком состоянии. И готово. Чё-то даже потянуло какую-нибудь модель дорожного грейдера покрасить. Ну, крутая телега, смотрится сложно и интересно. А теперь покраска универсальной тележки. Она у меня на фотографиях есть почти нулевая, относительно чистая, а есть фотографии, на которых она прям проржавела. Я опять же сделаю что-то среднее между крайностями, как тут. Для резинового настила внезапно беру цвет резины. Грязнить и пылить буду этими оттенками. Для корпуса возьму этот окан. И мне понравилась одна прикольная деталь, а именно ложемент на крепление от другой телеги. Я просто взял окан, которым красил антенны и диски на колесах самолета. И теперь к черной смывке добавлю смывку для защитного цвета. Черные проявляю крепежное отверстие. Ну а смывка для защитного цвета отлично проявляет себя на мелкой детализации и рельефе. Подчеркивает его мягко и неконтрастно.
Весь чиппинг наношу старой ржавчиной, и после водилы и тележки сильно душить кадрами чиппинга я вас не буду, тут все то же самое. Только металлический блеск граням придаю не карандашиком, а пигментом ганметалу и ластиком. Хотя ганметал это ж вроде как тот же самый графит. Что-то лак подсъел загрязнения маслами, поэтому я их еще раз масляными точками повторяю. И эта тележка готова. А, стоп, не так. Вот так. Для крышесноса можно было дать крепежные ремешки или веревкой какой-нибудь примотать к ложементам, но вы бы ролик еще больше ждали, так что сами делайте. Доп, на котором я натурально отдохнул. А канпо глянцевый, никакого лака не надо. Шланги сначала смою смывкой, а потом покрашу, стараясь не задевать линии, которые создает смывка. Собственно, вот и все и хитрости. Потом 30 минут кистью поработал и готово. Быстро и просто. Выглядит аккуратно и яркий, как конфетка. Ну что, отдохнул? Теперь стремянка. Выбрал вот такой референс на покраску. Хотя бывают они и бледно-желтые. Моя же, во-первых, поярче, а во-вторых, как и водила, сначала была ярко-оранжевой. Перекрасилась и потом довольно сильно ободралась. Прям все как я люблю. Базу мешаю такую же, как и у водила. А дальше я беру жидкость для чиппинга. Новый для меня продукт, так что я сначала протестил его на кошке и убедился, что работает он просто замечательно. Надо будет еще и на жаропрочках протестить. Походу я немножко перелил, но ничего страшного. А еще я не стал ждать 40 минут, как рекомендует производитель. Пару минут мешал второй цвет, потом пока задул и царапается все равно отлично. А где надо сколу поаккуратнее и помельче, я взял зубочистку. Что-то увлекся и на правой трубе перестарался, поддувал немножко желтым. А так беру жижку себе на вооружение, результат кайфовый, мне нравится. Далее глянец и смывкой выделяю перфорацию на ступеньках. С чиппингом все то же самое, ставлю его за кадром. Стальной блеск опять сделаю пигментом. И опять яркий металлик в самом финале, деру им ступеньки. Блин, что-то руки затряслись, как у пожилого скуфа, так что финальный результат посмакуем прямо на модели. Единственное, что тряпочки взял от старой версии стремянки, вместо того, чтобы мотать их вручную. По этой лесенке у меня есть только куча фотографий, где она новая, как на фотке справа, и единственная фотография, где она вся в грязи, с зимней фотки. Поэтому покрасил ее точно так же, как и стремянку, просто без имитации и перекраса. И, наконец, все готово.
Ну что тут сказать? Просто посмотрите самую первую презентацию. И как все заиграло сейчас. Подпишитесь на канал, кстати. Дальше больше. И идите к нам в соцсети. Там вы и фоточки в превосходном качестве этого всего найдете, и новости, и анонсы, и мастеров крутых по теме, и конкурсы всякие. Все ссылки найдете в описании. А еще вы можете помочь нам расти и развиваться, просто поделившись этим роликом на своих страничках в социальных сетях, в тематических группах, чатах и мессенджерах. Вам не сложно, а мы вдохновимся и сделаемся еще сильнее. Мы растем и хотим расти еще быстрее, и нам пригодится любая помощь в распространении нашего контента. Если смотрели прошлую серию, то помните, что в этой еще и техники планировались, чтобы все смотрелось завершенным. Хотя бы парочка, но нужна. А у нас как раз стартовал конкурс на покраску миниатюр с призовым фондом аж в 50 тысяч рублей. В описании есть ссылка, пройдя по которой вы можете ознакомиться с правилом и заявиться на участие. Время еще предостаточно. А мы решили выпустить серию по техникам отдельно, приурочив ее к этому конкурсу. Я в нем тоже участвую, но как бы вне конкурса, не претендуя на призовой фонд, просто для поддержки. А вы, если желаете, приглашаем к участию. Так что серия по техникам будет финалом аэродромного сюжета. А потом я постараюсь красиво покрасить нашу горячую новинку двигательно-транспортировочной тележки, но это будет уже вне сюжета. Так что убедитесь, что подписались, поставили ваши лайки и идите в комментариях, будем там общаться. До встречи в следующем видео. Пока!